Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такую вот игрушку. Этот урок скорее для новичков, здесь я более подробно показываю, как работать, с чем работать, ну и, конечно, уделяю внимание некоторым деталям. У меня в работе большой комплект в белом цвете, игрушки будут по 6 штук, поэтому буду делиться всеми своими идеями и наработками. А сейчас приступим. Для данной работы я буду использовать заготовку из двух половинок. Диаметр у меня 8 сантиметров. Можно также обтягивать и круглые шары, просто они у меня в данный момент закончились, жду посылку от Виктории. И здесь на одной из половинок у нас есть зазор. Так как я буду склеивать их вместе, то чтобы вешалку продеть и она у меня ровно лежала, вот здесь я вот этот небольшой кусочек я отламываю. Вот таким образом. Ну, чуть-чуть больше отломалось, ничего страшного. Для вешалки я использую ленту 3 миллиметра и беру 21-22 сантиметра. Вот таким образом. И колпачок. Колпачок у меня 10 миллиметров. Я беру ленту, складываю петелькой ровной и одеваю через колпачок. Вот эти кончики совмещаю и делаю узелок. И затягиваю. И теперь беру половинку, где ровная, без зазора, наношу клей и подклеиваю вешалку. Узелок у меня внутри и даю закрепиться. Беру универсальный клей, у меня это уху, и на эту же половинку вовнутрь, вот сюда, во внутренний зазор наношу клей. Почему не во внешний? Когда я буду закрывать, то клей будет вот здесь внутри, и все лишнее как бы здесь внутри останется. Если я буду делать это на другой половинке, то клей может мне испачкать заготовку. Совмещаю все вместе и захлопываю. Вот, и даю закрепиться. Теперь вот так беру вешалку. Здесь колпачок практически опускаю донизу и наношу клей. Здесь я наношу достаточно много клея, чтобы приклеить колпачок. И колпачок подклеиваю вот так, вот этим зазором, где вешалка, под 45 градусов от склейки. Это если делить шар на 4 части. И даю закрепиться. И мне часто задают вопрос, как определить, какой отрезок ткани нужен на заготовку. Здесь у меня 8 сантиметров, но сейчас я покажу способ, который годится для любого размера. Я беру ленту тонкую, оставляю примерно вот так 2,5 сантиметра зазор, обворачиваю вокруг шара и еще где-то 2,5 сантиметра оставляю. И вот этот отрезок измеряю на линейке. У меня получается 30 сантиметров. Значит, квадрат ткани нужен 30 на 30 сантиметров. И еще один момент. Если ткань тянется больше, то, конечно, отрезок будет меньше. Если ткань тянется мало, то 30 на 30 как бы вполне хватает. У меня здесь остался отрезок, как раз 30 на 30, я даже его не буду обрезать. И вот этим буду обворачивать заготовку. Беру одну сторону, вторую сторону. И теперь вот так вот все затягиваю. Именно этот шелк хорошо тянется, поэтому я не складываю складочки, как делала до этого, потому что он тянется во все стороны. Беру нитку, здесь у меня обыкновенная хлопчатобумажная нитка, вот она, сложенная в 4 раза. Один край поддерживаю рукой и завязываю. Вот так оборачиваю и делаю узелок. Затягиваю и второй. Этот урок для новичков, который у меня на канале. Урок, конечно, будет подлиннее, но зато все будет понятно. Вот что получается. И теперь я начинаю прорабатывать все вот эти вот, видите, складочки. Посмотрите, как они легко прорабатываются. Как бы сантиметр за сантиметром мы вот так вот проходим. Вот видите, все складочки, все
здесь прорабатывается. И так проходим 2-3 раза, пока вы будете довольны результатом. Теперь, когда все проработали, вот у меня ниточка первая, еще раз все захватываю и еще раз уже посильнее все затягиваю. И также делаю 2 узелка. И все затягиваю. Теперь ниточку можно отрезать. И теперь, когда здесь более-менее все сильно затянуто, еще раз все прорабатываю. Вот получается все ровно, складочки такие мелкие и красивые. И продолжаю работу. И теперь, когда я довольна результатом, все лишнее я отрезаю. Здесь главное не отрезать вешалку. И теперь самые большие вот такие кусочки я отрезаю. Ножницы я держу горизонтально. Теперь беру маленькие ножницы и вот так также вот так горизонтально все подрезаю. Делаю такую платформу здесь. И теперь поворачиваю ножницы вот так под 90 градусов и аккуратненько все подрезаю. По чуть-чуть режем, не сразу кроцаем все. И продолжаем работу. Теперь я беру зажигалку, также отодвигаю вешалку, нагреваю и вот так прижимаю, чтобы все запаять. И продолжаю работу. Для обработки верхушки я буду использовать ленту 5-6 миллиметров. И беру клей, немного так размазываю, примерно 5 миллиметров, не больше. И пальцем прижимаю, даю для начала закрепиться. Потом придерживаю другим пальцем, так размазываю клей и натягиваю, чтобы сделать верхушку как можно меньше. Даю закрепиться, снова придерживаю пальцем, наношу клей и снова вот так все натягиваю. Примерно 1,5 сантиметра еще оставляю. Наношу клей и все доклеиваю. Вот такая верхушка получается. Теперь проверяем верхушку. Я беру, нагреваю и вот так вот прижимаю, чтобы здесь получилась плоская верхушка. Мы там будем приклеивать стразы, поэтому это надо учитывать, чтобы все было плоско. Теперь я буду подклеивать ленту с петельками. И первую буду подклеивать вот здесь, где у меня склейка шаров. Немножко просвечивается, там все видно. Я наношу клей на ленту, примерно 2 сантиметра. Размазываю клей, распределяю и подклеиваю. Вот здесь у меня склейка. Сразу вот так подвожу к следующему краю и лишнее отрезаю. Даю закрепиться. Теперь устанавливаю шар в любую подставку, которой вам удобно работать, и наношу клей на саму ленту. Наношу как бы на середину, не доходя до краев, и носиком все распределяю, чтобы клей у нас не вылез из-под ленты. И подклеиваю. Снова устанавливаю и продолжаю подклеивать. Обязательно клей, после того как нанесли клей, его носиком распределить. Все подравниваем и даем закрепиться. Если у вас дизайн шара, как у меня, на 4 части разделяем, тогда берем вторую ленту и подклеиваем ее
под углом 90 градусов от вот этих лент. Вот у нас получается. Также укладываем ленту ровно, так, пока она у нас не склеенная, просто вот так, и лишнее подрезаем. Пока у нас подклеивается тот край, я выравниваю ленту, подкалываю иголочками. Здесь все выравниваем. Вот таким образом, крест-накрест. Теперь укладываю снова на держалку, на стакан, наношу клей. Обязательно распределяем его. И теперь вот между иголочками мы подклеиваем. Снова укладываю шар и уже наношу клей на оставшуюся ленту. Можно это, конечно, клеить горячим клеем, но горячим клеем не так быстро все получается, так как он может подсохнуть. И вот здесь мы также выходим на 90 градусов от каждой ленты и даем закрепиться. Декорировать боковинки я буду вот таким стразовым полотном. Оно идет вот в таком большом полотне, и я просто отрезаю по 2 штучки. Режем это полотно не ножницами, которые мы режем ткань, а любыми другими, так как здесь есть металлические соединения, и ножницы у вас быстренько ступятся. И для начала я обрабатываю верхушку. Размазываю клей примерно 5 миллиметров, не больше. И сразу отмеряю, сколько цепочки мне надо. Теперь аккуратно вот так наношу клей, размазывая, и подклеиваю. Так, с одной стороны. И второй раз уже вот так можно полностью все подклеить. Верхушка у нас вот такая получается. Теперь декорируем боковинки. И сначала декорируем нижнюю ленту. Не верхнюю, а именно нижнюю. Чтобы у нас все получалось крест-накрест. Наношу клей. И полностью вот так под край самый подклеиваю. Здесь можно наносить клей как на ленту, так и на само вот это полотно. Но я предпочитаю на ленту, так как полотно на силиконовой такой подложке, и оно может нагреться и растянуться. Аккуратно работаем, его не натягиваем. Наношу клей, клей как бы размазываю и укладываю. И теперь вот так пальчиком прижимаю. И продолжаю работу. И вторую часть начинаем подклеивать с нижней стороны. Также наношу клей. И вот так под самый край, вот так, чтобы все соединилось. Подклеиваю. Отворачиваю и также наношу клей. И все подклеиваю. Теперь я измеряю, смотрю здесь, сколько мне надо. Вот лишнее отрезаю и все подклеиваю. Все у нас должно между собой держаться, ничего в воздухе не должно висеть. Поэтому всегда все точно измеряем. Вот видите, все у меня под самый край. И также поступаем со второй стороной. Здесь. Верхушку я буду украшать каплевидными стразами, и использую я для этого клей-кристалл. Мне нравится, так как он густой,
и при этом как бы не сразу застывает. Поэтому у меня есть время как бы поиграться со стразами и все как бы уложить, и если мне надо, подвинуть все. И укладываю стразы сначала одну напротив другой, и затем уже таким образом я смотрю, чтобы у меня получился красивая укладка. Теперь я все выравниваю, пододвигаю, со всех сторон все просматриваю и даю закрепиться. В данном случае у меня будет бантик из ленты 1,5 сантиметра, и делаю я его на шаблоне 9 сантиметров. На бантике не буду останавливаться, здесь самый простой бантик, ничего сложного. Буду делать отдельные видео с бантиками, но этот бантик есть на канале. И подклеиваю бантик с заготовки. Наношу достаточно много клея именно на нижнюю часть. И прикладываю бантик и прижимаю, чтобы нижняя часть бантика подклеилась. Для декора буду использовать филигрань. Она у меня размер 80 на 35 миллиметров. И мне надо ее согнуть. Она легко гнется, но главное вот так подставить руку с одной стороны в одну сторону и с другой стороны в другую сторону. Получается вот такой вот зигзаг, так скажем. Примеряю, и мне идеально подходит. И буду пришивать. И многие задают мне вопрос, обязательно ли пришивать. Если вы делаете для себя, можете не пришивать. Через время, может быть, это у вас отвалится. Но если вы делаете на заказ, то обязательно пришивать. Я подкладываю вот так филигрань, держу как мне надо, пальчиком вот здесь крепко. И через нижнюю часть, пряча узелок, вот таким образом как бы я прохожу через филигрань. Иголкой вы сразу не пройдете как бы через две филиграни, через два отверстия, поэтому надо немного вот так поколдовать и туда-сюда походить. Вот я снова иголку провожу. У меня вот такая длинная бисерная иголка, очень удобно с ней работать. Теперь я снизу вот так выхожу выше, под углом наискосок через нижнюю часть. И снова вот здесь напротив вывожу нитку. Теперь снова отсюда наискосок прохожу еще выше. Вот. Все вот эти наискосок у нас остаются снизу. Наверху у нас просто вот ровные полосы. Снова прохожу через... Придерживаю теперь с нижней стороны. Отсюда снова выхожу вот здесь чуть выше. И теперь напротив также вывожу иголку. И вот таким образом мы пришиваем филигрань. Здесь главное не зацепить бантик, а то получится, что вы зацепите бантик и пойдет, как это сказать, ну, ниточка будет видна, что вы ее зацепили. Поэтому здесь работаем очень аккуратно. Теперь снова вот так вот выводим. И несколько раз прошиваем, и затем нитку закрепляем. Вот я наверху зацепила, теперь снова вот здесь ниже выйду, чтобы мне было удобно сделать узелок. Еще раз напротив выхожу, и вот видите, у меня вот все вот эти линии, все остается как бы на лицевой стороне. И теперь вот здесь с середины снова выйду, и за эту ниточку сделаю закрепку. Один раз зацепила, вот так второй раз придерживаю и вытаскиваю иголку. И теперь вот этот узелок убираю куда-то вниз и просто вытаскиваю. Вот. Многие просили показать, как я пришиваю. И вот вы видите, все у нас надежно пришито.
И теперь буду декорировать стразами. На размерах также останавливаться не буду. Есть отдельное видео, где я даже с фотографией показывала все стразы. И для работы буду использовать клей Е6000. Мне он нравится, потому что он достаточно густой. Когда я подклеиваю стразы у меня с неровным дном, подчеркиваю, именно с неровным дном, потому что многие думают, что они у меня ровные, и вот сейчас покажу, вот они, видите, неровные. И на этом клею они очень хорошо держатся, вот никуда ничего не отходит, не отваливается, не сваливается в сторону. И укладываю первые 3 камня вот таким вот гуськом. И даю немного закрепиться. Теперь оформлю вот эти вот боковинки. Также наношу достаточно много клея, чтобы у меня все держалось. Здесь у меня будут вот такие большие стразы. Именно в этом комплекте я немного изменила раскладку. И также даю закрепиться. Продолжаю работу и теперь наношу клей вот на эти части. Также наношу достаточно много клея, чтобы у меня все прикрепилось. Мне тут как-то в ТикТок написали, что Е6000 не годится для страз и все отваливается. Могу сказать, что ничего не отваливается. Как-то мне пришлось одну раскладку разобрать. Хотела разобрать, но не получилось, так как, можно сказать, все с корнями отрывается. Поэтому очень сложно. Вот расположение у меня чуть ниже, чем верхний камень. И все поправляю. И теперь мои любимые стразы. Размер 6 на 9. Уже многие знают, что это я использую их везде, чтобы замаскировать вот все вот эти отверстия. Аккуратненько наношу клей. Наношу здесь уже палочкой. И вот так подсаживаю их, чтобы все заполнить. Все пустые места. Никаких пустых мест не должно быть. Я часто показываю раскладки. Если кому интересно, можете посмотреть мои уроки. И теперь вот сюда снизу эти же стразы добавлю, чтобы как бы удлинить саму раскладку. Так, и одну стразину вот сюда. Если вы будете пришивать филигрань, как я пришила, показала, то все стразы у вас будут, все нитки у вас будут скрыты под стразами, ничего видно не будет. Аккуратненько наношу клей, палочкой проворачиваю, чтобы не получились вот эти вот нити, которые тянутся везде. И сейчас заполняю все и аккуратненько все поправляю, все пододвигаю. И также я поступаю с верхней стороны. Устанавливаю, чтобы мне было удобно работать. Вот таким образом. Так, про карандаш часто задают вопрос. Это парафиновый карандаш специально для страз. Можно приобрести на Алиэкспресс. Очень облегчает работу. Не надо стразы хватать руками. Вот так карандашом. И все поправляю. И вот такая раскладка у нас богатая, красивая получается. Нам остается подрезать под углом ленту. Я придерживаю, подрезаю и огнем обжигаю. С одной стороны и с другой стороны.
И вот такие елочные игрушки у меня получились. Я очень довольна полученным результатом. Получились очень яркие, красивые, богатая раскладка. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов и, конечно, до скорой встречи. Пока-пока.